Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео по многочисленным просьбам я пеку знаменитый торт Штефания. Торт, состоящий из нежнейших песочных коржей, вкуснейшего пломбирного крема. Торт готовится очень просто и очень быстро. Справится с его приготовлением даже новичок. Торт Штефания, наверное, один из самых нежных песочных тортов, которые есть вообще в кулинарии. Готовить будем его на желтках. Он идеально подходит для тех, у кого идет постоянный расход именно белков. Что нам для этого понадобится? 3 желтка. Белки мы в этом рецепте использовать не будем. Либо же, если вы совсем не хотите использовать одни желтки, можно взять одно яйцо среднего размера для этого. Туда же я отправляю пакетик ванильного сахара, 180 грамм сахара и просто вот так разбиваю желтки с сахаром. Щепотку соли туда добавляю, 60 грамм растопленного сливочного масла. Все это просто перемешиваю до однородности. Ничего здесь долго я не взбиваю. В принципе, здесь все это можно замешивать и ручным обычным венчиком, без миксера. Добавляю туда 200 грамм сметаны. Сметана здесь у меня жирная, 30% жирности. Вы же можете брать от 20 до 30%. Сметана холодная из холодильника. Одна чайная ложка без горки соды и 1 столовая ложка 9% уксуса. Уксусом я гашу соду и все это добавляю уже к жидкой смеси. Просеиваю сейчас туда 480 грамм муки. Здесь внимание, если вы знаете, что ваша мука сильная и что ее нужно, как правило, меньше, чем вот требуется обычно в рецепте, добавляйте сначала 450 грамм муки и смотрите уже по консистенции теста. Я знаю свою муку уже давно, поэтому я смело добавляю 480 грамм муки. Просто все это перемешиваю до однородности. Когда мука объединилась уже с тестом, я дальше буду вымешивать уже руками, чтобы не повредить миксер. Вы же можете это делать также и в планетарном миксере насадкой крюк. Все это вымешиваю. Выкладываю сейчас все это тесто на стол. Вы видите, тесто практически уже не липнет к рукам. Припыляю стол небольшим количеством муки, раскатываю все это в жгут и буду делить сейчас на много-много разных частей. Все будет здесь зависеть от диаметра того торта, который вы хотите сделать. На 24 сантиметра диаметром нужно примерно 9 вот таких вот шариков теста. У меня же будет 20 сантиметров в диаметре, у меня получится 17 шариков теста. То есть все на ваше усмотрение. Тесто мы будем раскатывать очень-очень тонко. Вот это важно. Здесь в торте Штефания нужно раскатывать примерно 2 мм в толщину это тесто. Духовка у меня уже разогрета на 200 градусов Цельсия. Выпекать буду эти коржи очень быстро, примерно 4-5 минут. Печется один корж. Вырезаю сразу по форме. Вот эти обрезки убираю. Из них я также буду раскатывать коржи. Обильно накалываю сейчас вилкой и отправляю выпекаться. Температура 200 градусов Цельсия, режим вверх-вниз без конвекции, примерно на 5 минут. Пока печется один корж, естественно, раскатываем уже последующий. И таким образом я испеку все мои коржи. Из обрезков также формируем коржи. То есть тесто, оно не сжимается при выпечке, если оно у вас правильно приготовлено, вот по тем пропорциям, которые я вам даю. И очень-очень тоненько. Видите, вот такой корж получается. Бумагу для выпечки можно использовать, естественно, повторно, что я и буду делать. И испеку вот таким вот способом 17 коржей.
коржи друг к другу не липнут. Сейчас на каждый корж, пока еще очень горячий корж, кладу какой-либо груз. У меня вот такая графитная доска, подложка, и очень удобно ей работать. Здесь у меня получилось 17 коржей, они абсолютно не липнут друг к другу. Приготовим крем. Как правило, в классическом варианте торта Штефания идет крем с маскарпоне. Готовлю также этот крем. 400 мл очень холодных сливок для взбивания. Отправляю туда 120 грамм сахарной пудры, 16 грамм ванильного сахара и 500 грамм сыра маскарпоне. Крем очень быстрый, он кому-то покажется небюджетным, но крем на вкус как идеальное мороженое пломбир. Такой роскошный, богатый мороженое пломбир. По-другому назвать не могу. Если вам это не бюджетно, ничего страшного. Я вам ссылочки на бюджетные варианты кремов, конечно же, оставлю в описании к данному видео, в которых не используются ни сливки, ни маскарпоне, ни другие сыры, и даже крем, в котором не используются яйца в приготовлении. Я, конечно же, оставлю ссылочку на рецепты таких кремов в описании. Крем взбился, масса будет устойчивой, крем будет хороший благодаря маскарпоне. Можно собирать торт. Торт пропитывается буквально несколько часов. Этот торт идеально подходит тем, кто украсит его потом белково-заварным кремом. То есть для тех девочек, кто занимается белково-заварным кремом в качестве украшения. Идеальный этот крем. Здесь рассчитан у меня вот этот торт вместе с коржами и вот этот процент крема именно для тех, кто все коржи будет использовать в торте, будь то на 26 сантиметров в диаметре, тогда вам просто нужно будет испечь 8-9 коржей, там уже будет в зависимости от того, как тонко вы будете их раскатывать, либо же вот так 17 коржей, как у меня получилось, на 20 сантиметров в диаметре, но крема как раз хватит вам на все эти диаметры и коржи. Я, так как не использую 3 коржа здесь, а буду обсыпать ими тортик, мне количество этого крема также хватит именно на украшение этим же кремом этого торта. 14 коржей я использовала в самом торте. И 3 коржа, так как они уж очень тонкие, я использую для обсыпки. Сейчас в измельчителе измельчаю. Рецепт этого торта очень известный. Он давно был в свободном доступе, выложен на сайте Одноклассники превосходнейшим, замечательным мастером работы по белковому крему Натальей Полянских. Она дает там немножко другие пропорции. Я эти пропорции немножко обработала для себя. Рецепт, которым пользуются очень многие мастера, кто работает именно белково-заварным кремом для украшений этих тортов. Наталья замечательный, великолепный мастер именно по белковому крему. Огромное количество мастеров, кондитеров учатся по ее рецептам, по ее урокам. И ссылочку на ее страничку я оставлю вам под этим видео, чтобы вы могли посетить ее страницу и тоже, возможно, вдохновиться какими-то идеями ее украшения и вообще ее рецептами. Получившейся крошкой сейчас обсыпаю бока и верх торта. Из насадки 1М, кондитерской насадки здесь у меня, я делаю такой веночек, потому что с греческого языка слово имя Стефанос переводится как венок, увенчанный, венец, и поэтому Штефания – это увенчанное. Делаем вот такой веночек. Как я уже сказала, что если вы будете использовать все коржи в торте, как раз вот тот крем, который мы сейчас используем на украшение, у вас уйдет на прослойку 3 вот этих оставшихся коржей. Сейчас этот торт я уберу примерно часа на 3 в холодильник. Вот эта крошка очень хорошо свяжется уже с кремом, и она не будет так обсыпаться сильно. Торт разрезать можно, в принципе, уже и через час после того, как он простоял в холодильнике. Транспортируется этот торт превосходно. Его можно в ярусный торт очень хорошо использовать. Он очень стабильный, этот торт. То есть торт очень рекомендую к приготовлению. Тающий во рту, без преувеличения. Готовится совсем несложно. Для приготовления коржей не потребуется даже и миксер. Разрез у него замечательный. Кремы здесь можете варьировать, использовать разные. Бюджетные, вот такой на маскарпоне. То есть все на ваше усмотрение. Прекрасно надламывается вилкой. Все коржи у него всегда прослеживаются. Он не превращается в кашу.
торт нежнейший, нежнее даже, чем молочная девочка. Это я вам точно могу сказать. Чем-то отдаленно, может быть, он напоминает даже Наполеон. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.